Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас ноябрь, уже ноябрь, сейчас 6 ноября, четверг. Я начинаю свой рукодельный влог. Давайте покажу вам, что практически за неделю ноября я сделала по фриволите, по вышивке и поделюсь своими планами. В первую очередь я хочу рассказать вам про обновление, которое вышло в начале ноября в моем боте для рукодельниц «Рукоделочка». Если вы еще не знаете, то быстренько расскажу. Я создала бот в Телеграме в помощь рукодельницам. Пока этот бот там только для вышивальщиц крестиком и для кружевниц, фриволитешниц, фриволитуней. В общем, все поняли. Ссылка на бот будет в инфобоксе под видео. Пожалуйста, проходите, смотрите. Бот совершенно бесплатный, там нет рекламы. Это чисто моя инициатива, такой мой пет-проект. Итак, давайте расскажу про обновление. Я начну с самого начала. Обновление больше для вышивальщиц с крестиком. Вот для кружевниц, кстати, девочки, для кружевниц обновлений никаких не вышло, но я добавила несколько разных интересных схем в раздел изделия и в ожидании праздника. Так что заходите, смотрите. Например, давайте посмотрим сережки. Вот такие вот красивые сережки. Там, в общем, много разных вариантов. В том числе есть варианты со схемами. Не все, но есть варианты прям со схемами. Так. Немножко подтупливает у нас Telegram. И я вам хотела показать обновление. Нажимаем на вышивку крестиком. И смотрите, появилась новая опция «Найти замену ниток DMC». То есть вы можете на нее нажать. И, например, вам нужно выбрать замену цвету. Давайте какой-нибудь номер. Мне только номер 310 приходит в голову. Ну хорошо, 310 давайте. Вбиваете, и бот выдает вам варианты замены в других палитрах. Гамма, Анкор, Мадейра, ПНК, Dimensions и белка. Я не знаю, что за белка, но нашла в интернете эту палитру и решила тоже добавить. Поэтому вот так вот. Смотрите, как здорово. Можно выбирать разные цвета, смотреть. Например, где-нибудь быстренько в магазине вы стоите, у вас нет, не знаю, там возможности поискать, посмотреть, открыть в интернете, поискать таблицу замен, вы можете воспользоваться ботом. Вот. Мне как-то так не хочется ставить вот штатив, крепить на него телефон, поэтому давайте так быстренько я вам прям с руки съемку сделаю, покажу, что я сделала. Давайте, наверное, самого, ну не эпичного, но крутого. Девочки, я закончила вот эту красоту. Я закончила наконец-то колье «Весна» по схеме Ирины Малых из книги Ирины Малых. Вы посмотрите, какая красота. Это очень красиво. Я еще не делала никакие съемки. Я буквально вчера закончила, постирала, отпарила. И никакие подсъемки ничего не делала, не фотографировала. Но это такая красота, девочки. Это так круто выглядит. Я сделаю фото, обязательно вставлю их сюда, да, и они обязательно появятся у меня в телеграм-канале, конечно же. Ой, так здорово. Несмотря на то, что мне нелегко далось плетение этого колье, особенно последние его ряды, это не связано со сложностью схемы. Схема на самом деле, ну, несложная. Это классическое фриволите, вот в самом его, что ни на есть, классическом понимании. Но тут дело в том, что я сама решила плести без пико, а так как в схеме у нас не указано, какие пико соединительные, какие пико декоративные, у Ирины все пико одинакового размера, и декоративные, и соединительные. Ну, собственно, я просто убрала все пико из схемы, а потом сообразила, что мне как бы крепиться-то не к чему. И вот все, что я вот крепила к этой ленте, вот эти вот моменты, сейчас вам некрасивые покажу, они поэтому некрасивые получились, потому что это перетянуто. Я просто вытягивала ниточку вот из самой вот этой вот
ленты там между узлов. Это было долго, это было мучительно, я сколола себе весь палец. В общем, как-то так. Ну и плюс я уже говорила не раз, что схема, которая есть в книге, составлена не очень хорошо. То есть не само изделие, а именно качество проработки схемы. Качество проработки схемы, указание узлов, указание пико. То есть где-то есть ошибки, где-то не указаны, где-то перепутана нумерация элементов, где-то не указаны места прикрепления, места крепления, и тебе приходится все время там листать, смотреть на других планах. В общем, знаете, как-то вот схемы там вроде бы много, а толку от нее мало. Но это, на мой взгляд, я постараюсь эту схему как-то, не знаю, себе откопировать на листочек и подписать все элементы. Короче, сделать для себя вот именно удобную схему, потому что результат мне очень понравился. Я уже подумала над тем, как это будет красиво выглядеть, например, в серебре. Представляете, какая это будет красота в серебре? Продолжим на арт-гостях, что я вчера наконец-то закончила работу над весной. Я решила сплести что-то такое быстренькое, знаете, быстрый старт, быстрый результат, поэтому я сплела вот такую вот пробную снежинку. Я не помню, что это за нитка, но это какая-то нитка в 2 сложения, собственно, это видно. Вот, единственное, что мне было непонятно, давайте возьму ножнички, вам покажу сейчас. Смотрите, вот у нас там первым рядом идет просто кольцо с пико, к которым потом вот присоединяются вот эти штуки. На кольцо у нас должно было быть 6 пико. Я сделала 6 пико. И вот как-то я пыталась втиснуть вот сюда вот еще один вот такой элемент, вот чтобы он присоединялся к пику, но у меня как-то не получалось. Я не могу понять, в чем дело. То ли надо было все-таки, несмотря ни на что, втискивать, и потом бы при ВТО все расправилось, то есть получилось бы не 5 лучиков, а 6, и оно бы как-то более органично смотрелось. Но как будто бы вот 6-й лучик сюда не влазит. Не знаю, я попробую еще, может быть, раз сплету, потому что мне результат понравился, и вот такие двойные нитки в 2 сложения мне тоже понравились. Снежинка получается такая, как бы сказать, ажурная, при этом не маленькая, как раз вот на елку, наверное, обычного размера. Так что, скорее всего, я возьму это все переплету. Схему я брала в Pinterest, ну а вообще эта схема есть у меня в Telegram-боте, про который я рассказывала. Рукодельный Telegram-бот, который помогает с вдохновением рукодельницам, вышивальщицам и кружевницам. В общем, получается красиво, мне нравится. Наверное, при желании переделаю немножко. Дальше, давайте по вышивке, раз уж мы говорим о результатах. Смотрите, я начала свою выдрочку. Где-то здесь вставлю превью этой схемы. Начала ее на Zweigart Linda. Это 27-й, кажется, каунт. Оттенок я не помню, но очень красивый. Это такой голубой, неравномерно такой немножко. Очень красиво. У меня здесь чуть больше 1000 крестиков готово уже. Это примерно 14% от работы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим уже часть цветов красивущих. Меня пока немножко смущает вот этот вот момент. Вот этот цвет, кажется, он очень яркий. Ну, не знаю, посмотрим. Надо все-таки смотреть уже в готовом результате. Плюс там будет достаточно много бэка на цветах. В общем, часть цветка готова. Здесь еще один цветок будет. Тут совсем чуть-чуть от него готово. И готова уже приличная часть самой выдрочки. Посмотрите, как много здесь крестиков разных, разброс крестиков разных оттенков. Всяких коричневых, бежевых. И немножечко вот тут водички тоже готово. Мне кажется, очень хорошо перекликается. Очень красивое сочетание оттенка ниток и оттенка основы канвы. Очень мне нравится. Сначала я, как только начала делать первые крестики, мне было непривычно, казалось, что канва очень мягкая какая-то такая, знаете, как рассыпчатая, потому что до этого я вышивала риолис
пряные травы на Аиде 14, и она там прям такая дубовая, она прям вот как барабан. И после этого вот эта канва мне показалась, я такая: ой, а как же на ней вышивать? Но ничего, я привыкла, еще я переживала, как же поведут себя нитки китайские. Я говорила в прошлом видео, что в покупках, что я купила целую палитру китайских ниток, аналог ДМС, по цветам аналог, но это не хлопок, а полиэстер. Я очень сильно переживала, но знаете, вот по ощущениям они очень приятные. Они очень приятные, ничего у меня тут не запутывается. Они, может быть, немножечко такие, знаете, как сказать, мохнатенькие, да, чуть-чуть пушистенькие, но ощущения, что я вышиваю полиэстером, нет. Что я имею в виду? Вот, например, когда я плету фриволите, у меня фриволите все нитки это полиэстер. Я понимаю, что это полиэстер. Я его, могу понять, что это полиэстер, да, я его так чувствую. Здесь, когда я вышиваю, я не чувствую, что это полиэстер. То есть для меня пока это идеальный вариант. Не знаю, посмотрим, как будет дальше, но это выглядит как хлопок, это ощущается руками как хлопок, но это крепкая нить, как полиэстер, и плюс в том, что у нее кончики можно подплавить, потому что это полиэстер. То есть, например, на изнанке я могу, если там что-то у меня где-то, боюсь, что распустится еще что-то, я просто могу прижигателем немножко подплавить, сделать узелок, потому что это полиэстер. С хлопком вы так не сделаете. С хлопком нитка, будет гореть. Ну здорово, я считаю, это очень круто. Пока меня этот процесс очень заряжает, я говорила, что это у меня в планах подарок, и нужно мне вышить к весне его. Там что-то порядка то ли 8 тысяч крестиков, то ли 9 тысяч крестиков. Если честно, я забыла сколько. Вот. И я сейчас буду просто шить вот этот процесс, пока, наверное, не вышью. Потому что я очень переживаю, что может времени не хватить. Пусть лучше я вышью намного раньше срока, и он у меня лежит, да, чем я, в общем, не успею. В общем, я такой человек, что, знаете, я тот, кто приезжает в аэропорт за 8 часов до вылета. Я шучу, конечно, но я думаю, вы поняли смысл. В общем, пока меня этот процесс очень заряжает, он очень мне нравится. Риолис я пока убрала. Пока планы такие. Я буду... Давайте сразу о планах, да. Я продвигаю этот процесс дальше по вышивке. Новые процессы я не начинаю, старые процессы я не продолжаю. Вот этот процесс мне нужно довести до конца. Тогда я перейду уже, там, я не знаю, либо что-то новое начну, либо к Риолису перейду, что более вероятно. Дальше, что по фриволите в планах у меня? На самом деле не так уж и много. Есть у меня вот такое вот красивое колье. Вот. И мне его нужно дорасшивать, убрать вот эти бусины, которые здесь по размеру совершенно не подходят. И мне пришли новые бусины. Вот это здесь большие, это 4 миллиметра, а пришли мне 3 миллиметра. Я думаю, 3 миллиметра будет смотреться более органично. Поэтому вот это мне нужно распустить. А вот эти бусины мне нужно... ими нужно расшить колье. Я уверена, что получится очень здорово, очень красиво. Конечно, к этому нужно будут сережки. У меня уже даже есть кое-какие наметки, какие будут сережки, но об этом говорить еще рано. Нужно сначала расшить вот это колье, а то оно такое красивое, лежит ни туда, ни сюда. Пока по фриволите, скорее всего, я ничего нового начинать не буду, пока не закончу работу вот с этим. То есть надо уже с этим закончить. И дальше уже думать, что делать, и дальше уже что-то новое начинать, потому что можно много чего начать и так ничего не закончить. Я так не хочу. Хочу видеть результат своей работы, хочу видеть финиш. Понедельник, 10 ноября, я хочу показать вам, что успела вообще сделать за прошедшие дни, за прошедшие выходные. Я не помню, когда в последний раз делала включение, поэтому давайте посмотрим, что успела сделать. Давайте начнем с фриволите. У меня там особо новостей нет. Я сейчас занимаюсь расшивкой вот этого колье. Вам уже его показывала. И рада сообщить, что, смотрите, мне осталось совсем чуть-чуть.
я сегодня хочу доделать, попытаться, и уже все хорошенько отгладить, распрямить, отфурнитурить. Ой, получится вот такая красота. Это очень красиво на самом деле. Невероятно. И выглядит просто здорово. Еще нужны сережки. Я уже смотрела разные модели, какие можно сделать, разные модели сережек. Но пока что-то ничего мне не нравится, что не пробую делать, ничего не получается. Но думаю, ладно, когда-нибудь все равно я эти сережки сделаю. Ну правда, это так красиво, просто невероятно. Я думаю, как бы это красиво смотрелось, представляете, например, в золоте, и если вот тут будет не жемчуг, а разные самоцветы, ну, разноцветные камушки. Тоже, мне кажется, будет очень красиво смотреться, уже по-другому, с другим настроением, но тем не менее. Вот это основное, чем я занималась по фриволите. Нет, еще смотрите, я же тут решила взять свою вот эту салфеточку красивую, да, которую я уже достаточно долго плету. И вот у меня сейчас ряд, который состоит из отдельных вот таких элементов, нужно сделать. И я решила, что ну а что, возьму, да, вот один такой элементик, он состоит из 2 рядов, да. Сейчас вот возьму еще один элементик, сделаю. Что вы думаете? Я взяла и сделала целый элемент. Полностью 2 ряда я закончила. И только после того, как я закончила 2 ряд, я поняла, что я в целом элемент вот здесь вот разместила неправильно. Вообще неправильно. Ну, я думаю, вы представляете мои чувства. Я просто взяла этот элемент, разрезала. Не просто аккуратно отрезала, в смысле, что я смогу там как-то перекрепиться. Нет. Я просто раскромсала его ножницами и решила, что, ну, буду, значит, делать заново. Вот. Наверное, буду потихонечку брать эту салфетку, по крайней мере, такое у меня в планах есть. Потихонечку брать, потихонечку плести, потому что по ней я как бы соскучилась. Вот. Но плести мне ее еще, конечно, очень и очень долго. Так, убираю ее. Я, кстати, для нее прям даже завела вот такую сумочку, косметичку. Я такие заказываю на Алиэкспресс. Здесь у меня лежит схема распечатанная. Здесь у меня лежат челночки с намоткой, маленькие ножнички, крючок и шаблон для пико, чтобы я всегда могла, например, взять с собой эту косметичку и вообще, чтобы все касательно этой салфетки было у меня в одном месте. Поехали дальше. Теперь давайте по вышивке. Ну, я уже говорила, что сейчас у меня основной вот этот процесс. После того, как я сказала, что сейчас хочу делать только этот процесс, пока я его не закончу, превью я вставлю. Это выдра из западного какого-то журнала Cross Stitching, кажется. Честно, не знаю, как он называется, не помню. Но схему нашла в интернете. Вот. И я прилично так прибавила этой выдрочки. Я попытаюсь вставить вам, найти фото с прошлой съемки, где у меня эта выдрочка была. Но при этом я до сих пор работаю в этой вот области. Я не сдвинула пяльца, а как-то где-то вот тут дошивала, зашивала какие-то вот тут пустоты и прочее. Вчера обнаружила, что у меня вот здесь вот ошибка. Вот здесь должен быть зеленый ряд. Но я думаю, что ничего страшного. Я просто вот уберу здесь полукрест, часть полукреста, и дошью зеленым, чтобы ровный был такой листочек. Потихонечку начала зеленым зашивать. Я не шью в какой-то определенной прям области, то есть, например, вот взять там розовый, начинаю шить только розовым. Нет, я беру нитку, например, розовую, шью здесь розовым. Так как у меня нет разметки, то я цепляюсь за другие цвета. И нитка не нитка, а крестики заканчиваются. Я, например, иду сюда, если здесь я могу розовым вышить. И так примерно каждую ниточку беру, вышиваю там, вышиваю сям. Вот, заполняла пустоты самой вот здесь вот шерстки выдры. Получается неплохо, хотя мне кажется, что все-таки вот этот цвет темный, он слишком темный, слишком выделяется. Но я думаю, это не страшно, посмотрим в целом. Вышиваю на Линде 27 каунта, это Цвейгард.
Прекрасно, прекрасно, просто настолько комфортная равномерка. Да, я ошибаюсь, но ошибаюсь не так много, как до этого на равномерке я ошибалась. И она очень, если видите, она очень ровненькая. Не смотрите на мои крестики, они как раз не ровненькие, а вот равномерка очень ровная, очень приятная. Э, Могу порекомендовать, если вы еще не пробовали вдруг Линду 27 каунта. За гамму ничего не могу сказать, вот только Цвейгард пробовала. Это отлично. Это просто отлично, замечательно. Мне очень нравится, что-то я не помню, говорила, нет, здесь вышито порядка 2000 крестиков. Это чуть меньше 25% работы. Да, мне нравится, все здорово. Хочется еще начинать работу. Но я себя сдерживаю, потому что все-таки надо закончить эту. Плюс у меня вышивка это, так скажем, не единственный вид рукоделия, чем я занимаюсь. Вот. Плюс у меня еще есть начатая работа от Триолиса, пряные травы. И еще лежит у меня два наборчика от Алисы с морской тематикой. Там мини-наборчики, которые я хочу довышить, чтобы закончить серию. В общем, дел много, хочушек много. Это все очень сильно затягивает. Но прям мне нравится, как это выглядит. Здорово. И чем еще занималась? Я узнала о том, что канву можно покрасить самостоятельно. И, конечно же, у меня зачесались руки, загорелся огонек, и мне нужно было срочно попробовать. Поэтому я вам показываю вот такие вот тканюшки. Это, кстати, какие-то остатки от наборчиков, в том числе вот от морской тематики, наборчиков с морской тематики от Алисы. Это все Аида 14 каунта. Просто вот она лежит, я подумала, ну, зачем-то же она лежит. Наверное, она лежит, чтобы ее покрасили. Так как у меня не было никакой возможности дожидаться, заказывать какие-то краски, дождаться, пока эти краски ко мне придут. Мне вот нужно было, понимаете, вот прям сейчас что-то начать красить. Я решила искать красители, так скажем, ну, что найду. Сейчас я вам расскажу, что нашла. Ну, вот такой вот неровный кусочек. Вам он передается. Так, давайте возьму белый листочек. Может быть, что-то и получится. Так вот. Вам он передается, да, в принципе, наверное, чуть только высветлен. Это покрашено чаем. Вот, наверное, я немножко передержала. Он получился у меня не столько винтажным, сколько такой, знаете, немножко ржавого цвета. Светло-ржавого. Ну, нормально, в принципе. Не знаю, куда такой кусочек нужен, но как для пробы мне понравилось. Следующая тканюшка вот такая вот. Это я красила ягодами. У нас на улице растут какие-то ягоды непонятные, я не знаю, что это. И вот я их раздавила в пюре и покрасила ими ткань. Такая вот. В принципе, знаете, мне нравится. Очень красиво получилось. Даже можно под какой-то процесс использовать. Она такая сине-голубо-фиолетовая, что ли, получилось. Вот получилось очень интересно. И даже, наверное, что-нибудь такое мини можно вышить. Ну, дальше уже не такое интересное. Это тканюшка. Я пыталась покрасить ее. Ох, сейчас бы вспомнить. Лавандой. Цветками лаванды. Просто запарила в кипятке и какое-то время кипятила, а потом в этом растворе держала. Ну, на самом деле она просто вот... Она не стала лавандового цвета, нет. Она стала какого-то грязноватого цвета. Я думаю, что, наверное, это можно будет перекрасить, если что. Вот. Следующая тканюшка. Вот такая вот. И это у меня тоже цветы. Это розовые лепестки засушенные. Ну, вот как видите, цвет такой получился какой-то зеленовато-коричневатый, светлый. Ну, тоже мне не очень он нравится. Хотя, не знаю, хотя, может быть, что-то и можно будет на нем вышить, но вот какие-то пятна образовались. В общем, поняла, что засушенные цветки, наверное, не такой хороший вариант. Кстати, вот если рядом с лавандой посмотреть, то кажется, вот так, как будто у лаванды есть легкий
лавандовый оттенок все-таки чуть-чуть, практически неуловимый. Дальше вот такая зеленоватая тканюшка, выглядит как какая-то биологическая угроза на самом деле. Это я окрашивала листьями, просто зелеными листьями, нарвала листьев, их тоже измельчила и вот окрашивала этим ткань. В принципе, знаете, оттенок получился очень натуральный и очень приятный. Меня смущают вот эти вот пятна. Как они образовались, я не знаю. Вот эти пятна не очень хорошо выглядят. Если бы вот их не было, то тканюшку, в принципе, знаете, для какого-то, может быть, даже ботанического сюжета небольшого, очень даже ничего на самом деле. Очень приятно. И последнее, это вообще реально биологическая угроза. Это листья, но такие, знаете, не зеленые, а такие красные, бордовые листья какие-то, вот, какого-то растения. Я их тоже измельчила. И вот такое нечто получилось. Знаете, мне кажется, это как будто где-то в бак лаборатории стол вытирали, знаете, с пробирок там повылилось из чашек Петри, вот этим стол вытерли, и, собственно, получилась вот эта тканюшка. Но на самом деле тут у нее такие разводы получились. На самом деле, сейчас смотрю, думаю, в принципе, ну, здесь, конечно, не очень красиво, а вот здесь, в принципе, можно, наверное, опять же, какие-то мини-сюжетики попробовать на этом вышить. Больше всего мне, конечно, нравятся вот эти две тканюшки, как получились. Вот, так, крашеная травой и вот крашеная ягодами. Симпатично, интересно. Сам процесс меня, конечно, захватил. Это очень занимательно, это очень интересно. Конечно, я понимаю, что ни на какие особо результаты вот это вот рассчитывать нельзя. Было просто... Ну, просто хотелось как-то удовлетворить свое любопытство. Я попробовала, мне понравилось. Я буду дальше, наверное, как-то эту тему изучать, какие бывают красители, как, давайте вот так положу, какие бывают красители, что там можно с этим сделать, как можно красить. Потому что чисто для себя я бы хотела, наверное, небольшое количество тканюшек красить. Это очень интересно. Вот. Ну и, наверное, это все, что было за выходные. Ну, а увидимся с вами уже в следующем включении. Всем привет! Сейчас, пока было достаточно освещения, уже не очень достаточно, занималась небольшой съемкой украшений своих финишей. Ну, очень красиво, конечно. Уже темновато немного, хоть я и у окна, но тем не менее. Но вот я от этого комплекта просто в восторге. Это получилось так красиво. Посмотрите, какие сережки красивые. Просто невероятно. Они получились, конечно, такие объемненькие, но это пусеты. Пусеты как будто бы и должны быть объемные. Посмотрите, какое колье. И ему, кстати, очень идет даже застежка, которую я здесь приделала как временный вариант. Но она ему очень идет, вот такая вот. Наверное, я ее сделаю как постоянный вариант. Ну и, конечно, вот эта весна. Просто шедеврально. Посмотрите, вот это все кружево, да? Все перед нами кружево, но какое оно разное. Какое оно разное. Ой, просто невероятно. Здесь я, кстати, приделала временную застежку, чтобы на время съемок как-то можно было фиксировать. Ну, красота. Я, кстати, в весне очень сильно переживала за счет вот этого, покажу вам пальцы, квадрата. Думала, он будет как-то выделяться. Но нет, смотрите, все сплетено одним цветом. И выглядит очень здорово. Ну просто такой ажур. И это без пико. Если делать с пико, это будет вообще просто какой-то восторг. Но я как-то без пико люблю больше. И вот это. Ну просто кайф. Ой. Не могу вам описать, насколько я счастлива, что я это закончила. Насколько я довольна. Класс. Всем привет. У нас сегодня воскресенье. Я не знаю, какое 16 ноября сегодня. И смотрите, что у меня здесь происходит. А у меня здесь происходит подготовка к новому старту по вышивке. Да, я вам говорила, что пока не дошью, вытру, я новую не возьму вышивку. Но получается, я вас обманула.
потому что на выдре я вышила практически 50%, там 47, кажется, с копейками, и пока отложила, потому что до весны я в любом случае успеваю. Я вам сейчас показывать не буду, потому что она у меня уже вот там в папочке лежит, уже вот все убрано в папочку. Вот. Но я увидела вот такой сюжет, сейчас вам вставлю скрин, и просто влюбилась, поняла, что этого коня нужно вышить к Новому году, потому что он просто красивый. Он красивый, плюс еще символ года. А зачем вставлять вам скрин? Я вам сейчас так покажу. Посмотрите, какой красавчик. Ну просто невероятный. Это схема дизайнера Зефирная ведьма. Очень красиво. Боже мой, невероятно. Он не такой уж большой. Если смотреть по количеству крестиков, тут вообще по марафону всего 6663,5 крестика. Красота. 42 цвета, 3 бленда из 42 цветов, кажется, 4 металлика или 3 металлика. Вот. Ну, это ладно. Вот я сейчас занимаюсь подготовкой. Я уже сделала нарезку. Смастерила вот такие вот органайзеры, приклеила утеплитель или что это, не знаю. Вот что нашла в кладовке, то приклеила. Втыкать иголочки, потому что по схеме посмотрела, там будет много... Ну, там есть небольшой такой разброс. Я буду шить на равномерке. Вот я уже, кстати, натянула ее. 28 каунт. Это китайская равномерка для ноукрафта. Вот я тоже тут серединку отметила. Натянула на пяльце сойка 19 сантиметров. И мне как-то не очень хочется ошибаться. Вот. Поэтому я решила, что я буду просто оставлять, втыкать сюда иголочки с нитками. Если такие останутся. Посмотрите, сколько здесь ниток. Посмотрите, какие они красивые, разные. И здесь, кстати, есть бленды. И я вот сейчас сижу и навешиваю бленды. Всего 3 бленда. Металликов у меня нет. Там указаны металлики гамма. Но у меня же полно ниток для фриволите металлизированных. Я думаю, что металликов я смогу надергать оттуда. Так что ничего страшного. Я их пока вывешивать металлики никуда не стала. Когда они будут мне уже нужны в вышивке, я буду, наверное, ориентироваться на саму вышивку, на результат, какие цвета получаются. Так что вот это я навешиваю, готовлюсь к новому процессу. Что по фриволите? По фриволите я решила сплести сережки по схеме от Валькирии, схема маркиза. Сначала я решила плести их из такой же нитки лавсан, как плела весну. Собственно, к весне-то я их и плету, к колье весна. Мне вот что-то не понравилось. Как-то вот, не знаю, мне не нравится, как оно выглядит в сережках. Криво-косо, но это, я думаю, не проблема ниток. Ну вот что-то мне не нравится. И я вспомнила, что у меня же есть металлик, очень похожий по цвету на эти нитки, но это металлик. И начала отплетать металликом. Мне кажется, выглядит получше. Да, этот металлик из-за его структуры узелки, ну, не кажутся такими ровными, но тем не менее, пока мне нравится побольше. Она получится чуть больше, мне кажется, незначительно, но она будет хоть как-то форму держать. Потому что здесь она будет форму держать, ну, совсем уж как-то, не знаю, вот что-то мне не нравится. Вот надеюсь, что эту сережку я доделаю. Мне все понравится, и я приступлю ко второй. Такими маленькими челночками плету. Так что делаю все сразу. Не знаю, надеюсь, что сегодня я этого коня начну. И до Нового года очень хочется его вышить. Так, старт положен. Я сделала первые крестики. Вот такая красота, такие яркие цвета. Если кто-то не знал, мало ли, не знаю, вот для чего делала я вот этот поролон. Вот у меня осталась ниточка, еще приличное количество. И вот, чтобы ее не снимать с иголки, не увешивать сюда, я вот так вот оставлю эту ниточку. Это вроде парковка называется, но я не уверена. В общем, вот такой вот метод. У меня, конечно, работа небольшая, но, опять же, повторюсь, здесь достаточно большой разброс вот крестиков. Не всегда это удобно.
ниточку вот это вдевать, не вдевать, так как я без разметки на равномерке, я боюсь ошибиться. Будет очень неприятно. И, скорее всего, здесь ошибка как бы, ну, непростительно будет. Поэтому вот так иголочка остается. Всем привет. Сегодняшнее включение. Смотрите, я занимаюсь сразу всем. Продвигаю потихоньку салфетку. Снова вошла во вкус. И пока плету салфетку, вообще, вот что хотела показать-то, я купила вот такой клей для обработки среза ткани. Видела где-то на ютубе что-то подобное показывали. Так как у меня нет оверлока, и все-таки тканюшка, смотрите, начинает сыпаться. Мне это не очень нравится. Не обращайте внимания, как она криво нарезана. В общем, вот этот клей должен заменить оверлок. Не знаю, решила попробовать. Положила прямо на листочки бумаги, уже обработала, жду, пока высохнет. Круто, что, смотрите, оно практически не приклеивает. Клей, точнее, он практически не приклеивает ткань к бумаге. То есть это легко все вот тут отделать. И ничего страшного не происходит. То есть, как я поняла, каким-то прям супер клеющим эффектом не обладает. Но от него достаточно сильный запах, интенсивный. Здесь в составе есть спирт, он на спиртовой основе, и запах прям, надо, чтобы окно было открыто. Запах прям очень-очень интенсивный. Сейчас посмотрим, когда высохнет, через 2 часа, как это вообще будет выглядеть. Останутся ли следы на конве. Но даже если небольшие следы останутся, ничего страшного не будет, все равно это, ну, это краешки, они будут прятаться. Вот. Ну и посмотрите, какой у меня красивый. Давайте вот так свет добавим. Какой у меня красивый конь получается. Просто великолепно. Почти, ну, не готов, конечно, уже хвост, но смотрите, какой он будет шикарный. Очень мне нравится этот эффект объема. Просто здоровский. Класс. Всем привет. Сегодня утро пятницы, и я перезаписываю видео, включение, точнее, которое я снимала вчера вечером, но освещение было настолько плохим, что нужно переписать. Итак, с чем я к вам пришла? Салфетку Фриволите я вам показывать не буду. Сейчас она у меня в основном в работе. Ну, потому что что там показывать? Я потихонечку плету один и тот же ряд, все достаточно однообразно, не очень интересно. Вот. А коня покажу. Вот, кстати, чем вышивка еще прикольно, как-то интереснее наблюдать продвижение, по крайней мере, мне интереснее. Ну, ладно, сейчас речь не об этом, а речь о том, что хочу показать. Смотрите, насколько у меня уже готов конь. Это порядка 20%. Сейчас вам покажу превью. Вот такой вот красавчик. Замечательный конь. Это схема зефирной ведьмы. Вот. Итак, смотрите, что хотела показать. Смотрите, что у меня здесь происходит. Я думаю, вы поняли по вот этим дырочкам в равномерке, что у меня здесь когда-то был хвост коня, и я его полностью распустила. Представляете, я почти полностью вот этот хвост вышила, почти полностью. И мне пришлось его распустить, потому что один из цветов, ниток у меня не соответствует палитре DMC. Сейчас. Всем привет. Сегодня утро пятницы, и я перезаписываю видео, включение, точнее, которое я снимала вчера вечером, но освещение было настолько плохим, что нужно переписать. Итак, с чем я к вам пришла? Салфетку Фриволите я вам показывать не буду. Сейчас она у меня в основном в работе. Ну, потому что там показывать? Я потихонечку плету один и тот же ряд, все достаточно однообразно, не очень интересно. То сегодня очередной понедельник, и я к вам лечу со своими новыми планами Фриволите. Сейчас покажу. Ну, вот тут вы видите уже материалы. Можете заценить. Здесь не обращайте внимания на намотку. Здесь главное челноки. Итак, я увидела в каком-то японском или корейском журнале вот такой вот симпатичный воротничок-колье. Ну, посмотрите, какая нежность. Невероятно красиво, и при этом там используется огромное число бисера. Просто огромное число. И мне так это понравилось, что... Видите, здесь, кстати, разные варианты. На девушке нет вот нижнего ряда, который
обводит как бы все, и верхнего такого нет. А вот здесь мы уже видим и верхний ряд, и нижний ряд, такую обводку среднего ряда. Я хочу именно вот вариант с обводкой. И, соответственно, для этого я выбрала вот такие нитки. Это полиэстер, я им еще не плела. Очень тонкая нитка, в 3 нити. Цвет не могу сказать, я не знаю. Брала в совместных покупках. Наверное, вот G664 цвет. Челноки возьму вот такие. Эту нитку с них смотаю, потому что, ну, челноки нужны большие, бисера будет очень много. И бисер я долго думала взять Тоха 150401. Это вот этот. Или 150122. Пока склоняюсь вот к более такому белому цвету. Мне кажется, будет хорошо смотреться именно белый цвет. Я сейчас постараюсь поступить не так, как я делаю обычно, а поступить по-умному и отплести образец, чтобы понять, нравится ли мне эта толщина нитки с этим бисером и вообще как оно все по цветам выглядит. Буквально отплести там один элемент и все это дело посмотреть. И уже потом делать намотку и набирать бисера на большие челноки. Сейчас села вышивать коня, хочу рассказать вам историю. Как я уже не раз говорила, у меня для вышивки нитки китайские, аналог DMC, то есть аналог по цветам. И вот я подобрала под коня все цвета, начала вышивать и понимаю, что что-то не то у меня вот тут вот в районе хвоста у коня происходит, а конкретно у меня хвост зеленит. Я не поняла, в чем дело, вроде бы все точно по цвету, ну, номер цвета тот, который в схеме, в ключе. Я начинаю гуглить цвет DMC и понимаю, что китайский аналог, он вообще не аналог. Я заказала себе оригинальные нитки DMC, именно этот цвет, и сейчас хочу вам показать разницу. Посмотрите. Видите? Вот, сверху китаец, снизу моток DMC. Вы видите, китаец как зеленит. Это вообще, кстати, в жизни разница еще более очевидна. Я не знаю, как вам это показать. Вот в жизни разница еще более очевидна. В жизни он вообще выглядит зеленым по сравнению с этим серым. Я, конечно, в шоке в полнейшем. Все-таки, видимо, надо перепроверять цвета либо в интернете. В идеале, конечно, иметь карту цветов DMC, но я пока не готова к таким тратам. Вот, как-то так. Так что будет у меня опыт вышивки DMC. Я уже прилично им так повышивала здесь. И как солидом, и в составе в составе бленда. Вот. И хочу сказать, что мне на самом деле не очень нравится. Ниточка тонкая, она очень гладкая. Мне вот как раз у китайца нравится, что он чуть потолще, и он такой немножечко пушится. И за счет этого крестики более пухлые, а в DMC они такие более тоненькие, конечно. Но ничего страшного, вот вы можете даже здесь вот увидеть темные крестики, это DMC, а светлые крестики это китаец. Даже вот так сейчас вам покажу, возьму в руки указочку вот такую, смотрите. Вот эти темные крестики, вот справа это DMC, а вот здесь темные крестики, вы прям видите их. Это китаец. Видите, они даже пушатся. Ну ничего страшного, в общей массе этого заметно не будет. Все будет, я думаю, хорошо. В принципе, вот мне нравится. Все пытаюсь закончить этот хвост, закончить копыта, перейти, потом закончить фон, ну как не фон, а вот эту вот зашивку нижнюю. И наконец-то перейти к самому интересному. Это к венку и к голове коня. Всем субботнее утро, приятное. Не знаю, будет ли это последнее включение в этом влоге, но что хочу вам показать. Я вчера очень хорошо поплела вот этот свой мини-воротничок. Наверное, это колье, даже больше. Ну, в общем, вот эту штучку очень хорошо поплела. То есть, ну, наверное, я сплела вот, наверное, столько у меня было сплетено. Да, вот все остальное я сплела. Сегодня я продолжаю плести, потому что я хочу сделать, я мерю на себе, и хочу сделать, вот, знаете, по вырезу футболки, чтобы было так вот. Мне надо еще сантиметров, наверное,
5-10 сплести. Но очень приятно, такая нежнятина, плетется просто, плетется достаточно быстро, несмотря на то, что здесь вот этот вот элемент, это большое, как это, ложное кольцо, вот кольцо, на котором другие колечки. Кажется, что оно тут такое большое, оно такое сложное. На самом деле ниточки просто прекрасные. Сейчас я вам покажу еще раз вот эти нитки. Это какой-то китайский полиэстер. Я брала в совместных покупках. Я не знаю, где-то название, где-то вот это, наверное, цвет. Они тонюсенькие, но они такие прекрасные. Они достаточно скользкие, но ничего не путается. Даже с учетом того, что они перекручиваются сильно, но они как-то... Оно вот перекрутилось, но ты кольцо все равно можешь затянуть. Я не знаю, как это работает. Короче, классные нитки, очень мне понравились. Я бы еще с удовольствием пару бы моточков каких-нибудь цветов интересных бы себе взяла. Но пока делать этого не буду. Ладно, это по фриволите. В общем, пока мне очень нравится, я прям кайфую. Единственное, что вот я вчера уделила много времени фриволите, и мне уже на самом деле поднадоело. Вот, поэтому вечером я переключилась на вышивку, на коня. Сейчас вам покажу. Вот он мой конь, огонь. Что вчера повышивала? Так, давайте вот ножнички. Вчера повышивала хвост в основном. Я думала почему-то, что я хвост могу закончить, на самом деле нет. Вот позаполняла хвост, позаполняла вот здесь вот какие-то мелочи. Мне кажется, я даже вчера делала какое-то включение по этому поводу. В общем, за вчерашний день у меня порядка 400 с лишним крестиков добавилось за вечер. И это очень круто, на самом деле. Для меня это много. Да, для меня это много. Но я устала и хвост дошить не смогла. Я очень хочу уже дошить хвост и думаю, что когда я его дошью, у меня наберется 50% от работы. Ну, и это будет прям круто. Я даже, знаете, так грешным делом подумала, ага, 50%. Значит, я смогу начать еще какую-нибудь работу. Но потом подумала, стой, подожди, у тебя и так много процессов. Ну как много? У меня сейчас 3. Напомню, конь, выдра, на которой у меня уже есть 50%, который мне надо вышить до весны. Коня мне надо вышить до Нового года. Желательно я хочу его поставить красиво, чтобы он задавал новогоднюю атмосферу. И еще у меня есть пряные травы от Риолиса. Вот там меньше всего вышито, там еще очень долго, до 50%. Там нет у меня какого-то, как бы сказать, срока, к которому бы я хотела вышить, просто вот наслаждаться процессом. Поэтому не знаю, может быть, дошью 50%, может быть, что-то новое и начну, а может быть и нет. В общем, не буду ничего загадывать. Но на самом деле схем, которые я бы хотела вышить, сюжетов очень много красивых. Я уже смотрела, что-то хожу вокруг них, смотрю. Уже даже посмотрела, что у меня все ниточки есть, и даже канвушка куплена. Просто возьми и начни. Но не хочется разводить сотню процессов. И при этом я понимаю, что если я еще один процесс заведу себе параллельно, то конь у меня затормозится. А я не хочу его тормозить, я хочу его вышить. Поэтому, наверное, нужно все-таки на нем сконцентрироваться. Тем более сейчас вот дошить хвост, дошить вот этот нижний, как называется там, ну, вот на чем он стоит. И перейду уже к более интересному, перейду к голове коня. И там будет зеленый венок красивый. А потом нужно же будет вот эти все, видите, белые, ну, вот эти пробелы, да, их же нужно будет зашивать, кажется, металликом. Это же так много работы на самом деле. Это все так кропотливо. Поэтому, наверное, все-таки не стоит мне сильно раскатывать губу насчет того, что заводить там еще какие-то процессы. Стоит, наверное, все-таки закончить этот, полюбоваться, сказать, какая ты молодец, Люда, и тогда уже что-то делать.